Нюд, вот прям совсем нюд, но нюд будем разбавлять нюд розовым, холодным, сочетать будем с нюдом блестящим. В общем, макияж интересный, носибельный, макияж подходит для возрастного лица. В общем, супер макияж, давайте будем его делать, наконец. Приступим к этому макияжу и будем его делать. Привет, мои дорогие! Меня зовут Оксана, и сегодня будем делать вот этот нюдовый макияж в розовых холодных оттенках. И кому интересно, как я сделала этот макияж, давайте приступим, устраивайтесь поудобнее, всем приятного просмотра. Сделайте этот макияж вместе со мной, попробуйте и напишите в комментариях, получился ли он у вас, понравился ли он вам, или, возможно, к вашему оттенку кожи, к вашему цвету глаз подобного стиля макияжа и оттенков не подошел. Тоже мне очень будет интересно, я жду ваших комментариев, а мы давайте приступим к макияжу. И, дорогие друзья, давайте приступим к самому макияжу. Кожу я свою, конечно же, подготовила. В подготовительный этап входит, конечно же, хорошее очищение. Если есть время, нужно обязательно сделать какую-то питательную увлажняющую масочку, протереть кожу тоником и нанести какой-то увлажняющий легкий крем. Я нанесла крем-гель вот такой с икрой. И, конечно же, плотным слоем нужно нанести крем для кожи вокруг глаз. Перед тем, как делать макияж, я повторно наношу крем для кожи вокруг глаз, для того, чтобы в процессе самого макияжа какие-то помарки можно было убрать легко, не растягивая кожу и, в общем-то, не нанося никакого вреда. Просто вбивающими движениями вот так вот наношу. И сегодня я делаю макияж нюд. Нюд необычный, нюд розовый, поэтому весь акцент буду делать на качество кожи, на нежное скульптурирование кожи. И, конечно же, я всегда пользуюсь вот таким праймером для выравнивания кожи лица. Беру горошинку, просто растираю и наношу непосредственно на те участки, которые имеют неровную поверхность, то есть расширенные поры. И все, что с этим связано, для того, чтобы тональная основа хорошо ложилась. Тон буду использовать Эльф. Очень люблю эту тональную основу. Очень, вообще идеально, конечно, она мне подошла по оттенку. И наношу я тональную основу пальчиками вот таким образом. Растираю, разогреваю хорошо. Конечно, когда продукт разогрет, он хорошо начинает дружить с поверхностью кожи. Вот так вот равномерно наношу и по кожным линиям начинаю распределять. Как я сказала, сегодня будем делать нюдовый легкий макияж. И отличительная его особенность будет в том, что макияж будет... акцент, вернее, самого макияжа будет на качество кожи, на выравнивание кожи, на нежное и свежее скульптурирование. Если есть какие-то дефекты, то обязательно их тоже маскируем. Немножко вот здесь у меня есть, здесь покраснение. Все, что нужно замаскировать, тоже мы, конечно, маскируем, для того, чтобы не было заметно никаких оттенков кожи. Кожа под глазами у нас уже пропиталась кремом, остатки убираем и немножко будем выравнивать тон кожи под глазами этим же средством. На тон оттенок, вернее, светлее, чем тональная основа. И для того, чтобы глаза были более выразительными и при этом не нанося излишки косметики на глаза, не будем делать тяжелый макияж глаз, высветление дает нам свежий оттенок и более яркий взгляд, яркие глаза будут независимо от яркого макияжа. Макияж будет не яркий, но сами глазки будут очень хорошо выделяться. Вот так. Следующее, конечно, что нужно сделать, обязательно скульптурирование. Скульптурировать будем сегодня с помощью бронзатора вот такого и с помощью бронзатора вот такого яркого. Значит, от Maybelline у меня бронзатор без шиммера.
Вот такой вот оттенок загара. Будем брать его чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И бронзатор вот такой с шиммером. Будем использовать его в качестве хайлайтера. Бронзатор берем очень нежно, то есть активный оттенок, да, поэтому только совсем делаем какой-то намек, именно чтобы оттенок был бронзовый. Хорошо распределяем, чтобы не оставалось никаких резких линий. Резкие линии придают возраст, и они, конечно, хороши в макияже для фотосессий. Излишки обязательно убираем. Для фотосессий, для съемок, возможно, для вечернего макияжа. Для того, чтобы оттенок вот самого бронзатора яркого не был таким прям скульптурным, да, я наношу бронзатор вот немножко светлее оттенком, но и имеющим немножко шиммер. То же самое по этой части наношу. И заходим в область румян. То есть ту часть, которую мы покрываем румяна, первым слоем я наношу именно вот этот вот шиммерный бронзатор, для того, чтобы сияние кожи было. Убираю излишки обязательно, выравниваю этот оттенок и слегка захожу в область румян, куда мы потом будем впоследствии наносить румяна. Получился у нас очень естественный оттенок загара, как будто кожа наша загорела. И для того, чтобы вот не было такого яркого пятна, по росту волос с этим же оттенком и по скуле то же самое. Все участки, которые предположительно могут быть загорелыми, мы их тоже вот так вот высветляем. Не высветляем, а наносим вот такой шиммерный бронзатор. Можно вот так немножко на подбородок. Следующее, для того, чтобы лицо выглядело более интересным, конечно, обязательно нужно использовать румяна. Румяна будем использовать сегодня, сейчас скажу. Румяна будем использовать не шиммерные розовые, а вот такой вот розовый оттенок. Он плотный, он холодного подтона и он не имеет блеска. Опять-таки убираю излишки. И на само яблочко поверх бронзатора с шиммером наносим такой вот розовый. Лицо уже заиграло, уже... Вид довольно-таки свежий, не забываем кончик носа, для того, чтобы живость такую придать. Следующее, конечно, хайлайтер. Хайлайтер будем использовать тоже из палетки Эльф, но тоже очень приближен будет оттенок к натуральному, с коричневым подтоном, с холодно-розово-коричневым подтоном, без... каких-то ярких алых оттенков, только будет блеск у нас. На выступающие части будем наносить оттенок этот хайлайтера. Переносится и на губы в качестве подводки для губ. Вот практически лицо у нас готово. Все, что касается скульптурирования лица, мы завершили. И давайте приступим к оформлению глаз. Оформление глаз начинаю я с оформления бровей. Кто не знает, у меня татуаж бровей. Но татуаж бровей я делала довольно-таки давно, поэтому есть уже какие-то дефекты. Все, что осталось от этого татуажа, то мы видим. И будем слегка зарисовывать те проплешины, которые образовались. И вот что касается трендов на 2020 макияже, это тренд номер один. Это, конечно, натуральные густые брови, если, конечно, они у вас есть. У меня нет густых бровей, которыми бы я могла так вступить смело в тренды, но саму линию бровей я делаю более толстой, то есть брови ниточка сейчас уже не актуальны.
И, кстати, про коррекцию бровей видео я тоже снимала. Можете зайти посмотреть, как выбрать правильную форму бровей относительно вашего лица, относительно ваших глаз. И, в общем-то, индивидуальный, конечно, подход в этом очень важен. Поэтому определяю сразу толщину бровей, чтобы она не была такой тонкой, да, и максимально приближаю к натуральному, не довожу, вернее, к самой переносице и не начинаю прорисовывать бровь прям вот от начала до конца. Акцент делаю на самом хвостике. Затем я беру кисточку для бровей. Вот она. Кисточка для бровей вот такая плоская, скошенная. И заштриховываю именно внутреннее содержание бровей. Так прорисовываю, чтобы это не было такой четкой линии. И сглаживаю именно положение вот этих волосков на внутренней части бровей. Вот практически брови у нас готовы. Следующий этап, конечно, будем прорисовывать межресничное пространство. Межресничное пространство прорисовываем, не начиная прям от самого уголка внутреннего глаза. Поэтому начинаем прорисовку с внешнего уголка глаза и медленно продвигаясь к внутренней части в обратную сторону роста ресниц. Для тех, кто впервые начал делать макияж, прорисовывая межресничное пространство, конечно, с первого раза может не получиться, но все придет с навыком, поэтому ничего страшного в этом нет. Вот один глаз прорисовали. Стрелку делаем слегка заходя вверх и слегка в сторону по направлению к хвостику глаза. Тоже техника прорисовки стрелочек. Я тоже уже рассказывала, как рисовать стрелки. Это очень просто. Стрелку будем растушевывать и саму окантовку межресничного пространства тоже будем растушевывать. Поэтому, если неаккуратность какую-то вы сейчас видите, то ее в конечном результате, конечно, не будет. Также по направлению к хвостику очень простой способ. Кончик карандаша ставлю в направлении к кончику бровей. И вот таким вот образом, начиная от конечной точки, прорисовывая до середины верхнего века. Быстро очень стрелочки прорисовали. И теперь начинаем их растушевывать. Растушевываю вот кисточкой мелкой, плоской. Начинаю растушевку от внутреннего уголка глаз и слегка придерживаю глаз. И, в общем-то, делаем саму вот эту стрелку растушеванную настолько, чтобы выходила на верхнее веко и плавно переходила в стрелку. Вот что у нас получилось. Второй глаз то же самое делаем. Растушевку делаем межресничного пространства, заходя на верхнее веко, и слегка выходя постепенно на саму стрелочку, стрелочку также растушевываем. Вот так у нас получилось. Что у нас получилось довольно-таки быстро. Как я уже сказала, макияж будет нюдовый, поэтому использовать в макияже будем оттенки коричневые, какие-то беж оттенок будем растушевывать в беж. Вот то, что мы сейчас растушевали саму стрелку и межресничное пространство, будем прорисовывать ее вот такими оттенками теней. Это у меня тени от Lancome. Беру плоскую кисточку основную, которую будем использовать в распределение теней, и берем самый шиммерный оттенок. Использовать плотный, не шиммерный оттенок не будем. Убираем излишки обязательно, потому что тени, скажем, вот от Lancome у меня очень плотные. И начинаем слегка прорисовывать поверх той стрелки, которую мы ранее растушевали. Просто будем давать вот такой вот коричневый оттенок, который тоже будем сглаживать. Я в дальнейшем его также буду растушевывать. И вот так вот, конечно, это все мы не оставим. Для того, чтобы растушевать то, что мы сейчас нанесли,
Я беру вот такую плотную толстую кисточку круглую и по направлению к внешнему уголку начинаю все это сглаживать. Получилось довольно-таки интересно. Теперь наша задача хорошо прорисовать косточку, да, для того, чтобы глаз принял очень такую интересную, красивую форму. Буду использовать палетку вот такую вот. Берем оттенок, скажем, приближенный к оттенку кожи. Я возьму вот кисточку такую. И вот этот вот натуральный оттенок будем наносить на саму косточку. Для того, чтобы просто легла тень, чтобы не было вот такого и резкого перехода. Так, образовали саму тень. Теперь берем очень светлый шиммерный оттенок. Я предлагаю взять вот этот с блеском. Блеск оттенка, приближенного к натуральному оттенку кожи. И именно на центральную часть подвижного века, вот куда я показываю, будем наносить этот светлый оттенок. Он будет открывать глаз за счет своего блеска и за счет такого натурального оттенка. Вот так. Как видите, макияж этот быстрый. Акцент на оттенке и свежести кожи. Глаза слегка лишь только придают именно вот эту тоже свежесть. И, конечно, нижнее веко. В этом макияже я не буду четкой линией прорисовывать нижнее веко. Возьму именно оттенок с блеском, вот такой. И хочется мне и на нижнее веко прибавить немного блеска, для того, чтобы совсем плоским макияж глаз не был, а именно оттенок глаз был подчеркнут именно таким шиммерным оттенком. Кстати, вот этот макияж подойдет для любого цвета глаз. И та тема, что если акцент делается на глаза, то оттенок губной помады должен быть светлым очень. В общем, на что-то одно должен падать акцент. Я считаю, что это совершенно правильно. И сегодня акцент у нас будет на глаза. Очень хорошо, что перед нанесением макияжа глаз я все-таки нанесла питательный крем для кожи под глазами. Так, и следующий этап — это нанесение туши. Тушью будем сегодня пользоваться. Тушь из новинок, она мне очень нравится, и буду пользоваться в этом макияже. Буду использовать именно вот эту тушь, которая хорошо подкручивает ресницы и делает глаза очень-очень открытыми. Наношу слегка, делая горизонтальные движения и продвигаясь немного в сторону и вверх. Слегка подкручиваю ресницы, держа пальчиками, придерживая, чтобы в момент подсыхания они принимали именно вот такую вот форму. Я не люблю пользоваться никакими завивками для ресниц, никакими металлическими приборами для завивки. Я считаю, что это будет наносить вред ресницам. А вот такой простой способ, он быстрый, он не требует много времени и очень хороший эффект. Даже эффект лучше, чем от самой завивки ресниц. Это точно, я пробовала и то, и то. Конечно, этот подход ко всем вот этим новинкам, каким-то секретам, трюкам, он очень индивидуальный. Попробуйте, если вам это будет в тему, если вам этот способ понравится, я буду очень рада. После того, как реснички верхние подсохли, будем слегка прокрашивать и нижние ресницы. Прокрашиваю я только внешний уголок глаза. Не делаю я вот такие коровьи глаза, да, слегка тоже вниз и в сторону. Такой легкий акцент делаю на нижние ресницы, и второй глаз то же самое.
Слегка только прокрашиваю. Единственное, что нам осталось сделать, это подчеркнуть линию бровей. Линию бровей будем подчеркивать очень светлым оттенком. Беру кисточку плоскую, мягкую, и беру самый-самый светлый оттенок из этой палетки. И делаю легкую линию под бровью. Практически раз и два. Все. Аккуратно растушуем. Излишки уберем, и чтобы этот переход не был четким, также берем и растушевываем саму вот эту линию перехода. Все, с глазами завершили мы макияж, и осталось нанести макияж на губы. Тоже сегодня, девчонки, я вам открою такой секрет нанесения губной помады и оформление губ будет очень интересным, поэтому смотрите внимательно. Для того, чтобы сделать нюдовый макияж, макияж не просто нюдовый, а именно розовый нюд, у меня нет такой помады, которая бы удовлетворяла все мои пожелания. Я возьму для этого вот такой холодный оттенок розового. Мне понадобится вот такой коричневый карандаш, которым мы оформляли брови. И понадобится два оттенка вот таких жидких помадок. И, в общем-то, что я буду делать, девчонки? Первый слой, который я наношу, это, конечно же, слой, который будет ухаживать за губами. Так, а ухаживаю за губами я с помощью вот такого бальзама. Перед тем, как полностью приступить к макияжу губ, я наношу вот такой бальзам с экстрактом розы. Он хорошо питает, увлажняет и является отличной основой для губной помады. Если губная помада стойкая, как правило, стойкие губные помады, они подсушивают губы. И сейчас, конечно, есть помады с уходовым эффектом, это здорово, но когда вот такой сложный макияж губ делается, все-таки основа питательная и уходовая в первую очередь должна быть. Тем более макияж, я долго говорю, для того, чтобы бальзам начал работать, для того, чтобы он хорошо впитался и увлажнил губы. В общем, для этого я так тяну слегка время, но достаточно 1-2 минут для того, чтобы этот бальзам увлажнил и пропитал губы. Затем я наношу вот такой холодный оттенок помады, неважно какой марки. Наношу вбивающими движениями, не наношу вот так просто размазывая, а слегка вбиваю. И нам, кстати, вот от этой помады нужен только вот этот холодный подтон, холодный оттенок. Основной оттенок нанесли. Что делаем дальше? Берем коричневый карандаш. Я не люблю подводить именно губы с таким ярким акцентом, ничего подобного не получится, поэтому не пугайтесь, а именно делаю затемнение тех участков, которые делают губы пухлее, а именно это вот эта часть, слегка заходим, и вот эти уголки. Делаем вот что. Что касается трендов нанесения губной помады и все, что касается того, что же будет модно, какая помада будет модна в 2020 году, конечно, в моде, в тренде губы сочные, припухшие, слегка размазанные и как бы стертым контуром. Мне этот тоже тренд очень нравится. Так, сейчас будем наносить вот такую помаду, совсем-совсем нюдовую, но не очень меня устраивает именно ее вот этот вот оттенок. Он слегка теплый, но для того, чтобы оттенок холодный, нюд-розовый получился, я все-таки разбавлю ее как основой, будет выступать именно вот эта розовая помада. И наносим нюд. Как видите, я этот нюд наношу по краю, то есть вот та внутренняя часть, которая должна выглядеть естественно, натурально, я ее оставила розовой. Теперь что мы делаем? Вот таким образом распределяем.
вот что у нас получилось, девчонки, видите, внутренняя часть губы выглядит очень свежо, так естественно, а сам контур губ стерся, затемненные участки, которые должны увеличивать губы, но это еще не все, конечно же, будем придавать слегка блеска для того, чтобы объем, пухлость губ еще увеличить, будем добавлять вот такой блеск. Это хайлайтер, жидкий хайлайтер, сразу скажу, обзор делала. Что я делаю с этим хайлайтером? Я наношу на центральную часть нижней губы одну точечку и верхней губы. И распределяю практически пальчиком. И вот что у нас получилось. Теперь, конечно, очень важную роль играет прическа. И, мои дорогие, вот такой макияж у нас получился. Напишите, пожалуйста, понравился ли вам этот макияж. Поставьте пальчик вверх, если он вам понравился. Если не понравился, пальчик вниз, чтобы я видела ваше мнение, ваше впечатление. И пишите, пожалуйста, в своих комментариях, почему вам не понравился этот макияж. Или, может быть, какие-то у вас есть другие пожелания, дополнения. Я буду очень вам за это благодарна. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Кто подписался, пожалуйста, не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы не пропустить уведомления о новых видео на моем канале. Я буду рассказывать о своих открытиях, новинках. С огромным удовольствием буду с вами делиться, мои дорогие. И я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.